О, снова переезжать. Ну ладно, поехали. Как-то сегодня пустовато, тебе не кажется? Пустовато. Ну что, у нас сборы. Под рюкзачок. И сейчас поедем на острова. Только пока непонятно, где-то они вот там находятся. Остров диких хиппи. Мы запаковались. Короче, поедем как-то вот так. Жесть полная. Здесь вот этот рюкзак, Митяй с моим рюкзаком. Он весит, наверное, килограмм 15. Сейчас попробуем доехать. Нам где-то 20 километров нужно проехать всего лишь. 20 километров. Надеюсь, не убьемся. Ну что, мы уже тем временем на причале. Дорога была жесткая, мы доехали. Короче, такой расклад. Опять надвигается шторм. Следующий паром будет в 1:30. Время сейчас где-то 12:20. И она сказала, что это не 100%. Что типа есть шанс, если будет просто мега шторм, что это последний паром ушел. Паромы тоже не ходят в ливень, Да. То есть как бы мы сейчас чилим здесь до часу, получается. И если он отправляется, нам повезло. В общем говоря, у нас все равно нет других вариантов. Мы на причале и хотим попасть на остров Катба. Так что крести пальчики, чтобы этот паром... Установку на то, Все, задавай установку. Бро, давай, я тоже задаю. Установка на паром. отмена шторма. Мы уже на колесе из-за него не покатались, блин. Погода тут, конечно, жесть. Ну, атмосферно. Я даже, знаешь, если бы сейчас лютое солнце палило, я не знаю, что лучше. Лучше, наверное, все-таки вот так. Лучше. То есть резоннее надеть дождевик. Единственный минус, что у нас просто чуть больше вещей, поэтому не так удобно перемещаться. Но, как видите, мы здесь, и вещи тоже. Кажется, мы нашли запасной вариант. Сейчас вылетает первый рейс в сторону Катба. Ладно, я шучу. Но тут реально летают такие самолетики прикольные. Видели еще вертолет. Не поняли, где это все, как на это попасть. Может быть, какая-то тоже экскурсионная обзорная прогулка на самолете. Возможно. Ой, чувак, куда ты без нас? Мы тоже хотим на Катба, блин. Вот что ему стоило взять нас? Смотри, у него там 4 свободных сиденья внутри. Очень прикольно этот самолет. Смотрите, он сейчас на воду просто заезжает и с воды будет стартовать. Да, что-то самолет так и не взлетел. Может, это какой-то фейковый самолет. Что за фигня? Он просто по воде, что ли, катается? Помимо нас здесь тоже кто-то ждет надежду на паром. Смотрите, какие-то туристы здесь есть, белые. Отлично. Разгоняем дождь. Смотри, самолеты летают, корабли ездят, значит, и наш паром тоже поедет. Тут неподалеку нашли какую-то кафешку, заказали себе по омлетику. Смотрите, вот так вот мы перемещаемся. Небольшой чемоданчик вещей. Похоже на какой-то такой плюс-минус локал. Тут цены. Караул просто. Омлет стоит 50 донгов. Это получается 150 рублей за омлет. Я думаю, что 150 рублей за омлет там из 2 яиц, это типа чуть-чуть, может быть, дороговато. Ну что поделать. Здесь вот паромные цены. По ходу дела тут деваться некуда. Видите, люди приезжают. И вот так как мы могут встрять на этом острове, да еще и с вещами, и посмотрим сейчас, как все развернется. Сколько стоит? 300. 300 донгов кольца кальмаров. 900 рублей за колечки не хотели? Шо? Нахуй такие колечки, кому нужны. 3 ветки 300 тоже. Так, друзья, у нас погодные условия ухудшаются. Блин, сейчас того если глядит, дождь пойдет. Чехольчик надел на рюкзак. Нам тем временем принесли омлет. И у нас тут сейчас уже через 20 минут, по идее, Отправится последний паром. Но это будет жестко, потому что если мы попадем на остров, то по острову нам еще придется проехать до нашего отеля где-то километров 20. И по неизвестной дороге будет весело. Первая еда за день. Что-то практически не ели такой обычной еды здесь, типа омлета. какой-то хренью питались на самом деле. Я соскучился очень по такой вот какой-то простой, какому-то блюду простому. Домашняя еда. Омлет с помидорами класс. Спасибо. Тем временем нас затягивает. Уже начался дождь. Чуть-чуть промокли, успели приехать. Нам сказали 15 минут ждать, и капитан позвонит и скажет, поедет он или нет в такую погоду.
Что, радуемся, Митяй? Паром будет. Билеты уже куплены. Все класс, ливень прошел, шторм утих. Нормально вообще. Вот так вот мы разогнали. Получается так, 140 донгов за 2 человека с транспортом. Ну нормально, не очень дорого, да, по-моему. Да. Так, будем сейчас как-то понимать, как грузиться на всю эту историю. Что, мы едем грузиться пробовать? Вроде все правильно, мы На месте, да? даем посадку. Ништяк. И через одни ворота, ну да. Байки, видимо, тут. Да, встреча двух стихий. Вода и воздух. Я не знаю, сколько будет идти паром, а вон туда поплывем. Будет очень красиво. Я надеюсь, что не придет очередной дождь, мы сможем полюбоваться видами этих островов. Это будет, кстати, наш первый водный трип здесь, потому что мы еще ни на лодках здесь не катались, ни хрена, короче, такого не пробовали. Вот круизы, конечно, на таких яхтах стоят значительно дороже, чем все остальное. Мне кажется, что-то в районе там 7, 10, 15 миллионов с человека, где там каждому дают кабину свою. Вон там наверху, смотрите, сцена стоит. Прям плавучий мини-город. Ну что, идет погрузка. Заезжаем, дождь обошел нас стороной. Так что все ништяк. Немножко покапал. И на островах горизонт побелел. Тучи вроде куда-то отогнались. Так что все отлично. Че, сейчас у нас трип перемещения. Так, ну что, мы на корабле. На пароме уже. Уча! Начинается приключения. Мне нравится, что каждый день у нас какие-то новые приключения. Вчера мы так ничего не спланировали, потреповали в парке, а сегодня уже плывем на какой-то остров. Мне нравится такое начало нашего трипа. И это сколько мы здесь находимся? Мы находимся, наверное, здесь уже около больше недели. Как раз неделю назад мы прибыли. Прошлый понедельник. Неделя, мы всего 7 дней здесь. Офигеть, за 7 дней столько всего произошло. На самом деле не так уж и много. Так, ну что, можно расслабить булки, это самое приятное во всех вот этих перемещениях. Ярррр! И бутылка рома. Смотрите, впереди, это что за золотой фрегат? Ва-ха-ха-ха! Первая! Вторая! Слетаю! Такое обилие этих яхт, как они вообще там маневрируют, чтобы друг друга не протаранить. И самолеты, и пароходы. Давай, чувак! Ну же, ты сможешь! Красота! Катался на таком когда-нибудь? Нет? Когда? Я не успел еще. Может, покатаюсь. Может, покатаемся? Я самолетов как-то... Самолетом такое себе доверие. Время уже больше часа дня, и солнце вообще не жарит. Вот я даже не понимаю, если честно, где оно. Настолько плотная туча посажена. Я считаю, идеальное время для переезда. Главное, чтобы на острове не было дождя, пока мы заселяемся в отель. А вот, смотрите, я так и не показал его. Golden Cruise. Золотой дракон у него на борту, все позолочено. Какое-то там тайное место было. Да. Что-то так, широко Вот это, закрытыми по ходу дела, корабль масонов. Мы отчаливаем. Не знаю, сколько будет длиться наша поездка. Сейчас посмотрим. Держим направление примерно вот туда. Этот корабль из чистого золота. Gold Cruise 154 девятки.
почему-то на нем даже людей не видно. Так, ну мы, кстати, стремительно двигаемся уже к островам. Летите, почти подплываем. Пока про планы наши чуть-чуть расскажу. Мы сейчас плывем на остров, который называется Катпа. Мы будем там тусить, я не знаю, может быть, в районе недели. Пока что взяли на 2 дня какой-то, первый попавшийся отель. За 2 дня мне еще нужно начать монтировать видос из парка. Это будет, не знаю, сутки, наверное, 2 минимум нужно будет поработать, не выходить никуда. Так что будут и время чила. Мы хотим просто побыть на природе, подальше от вот этого городского крауда, который вот там остался. В общем, будем воссоединяться с природой, наслаждаться плохой или хорошей погодой, неважно, любой будем наслаждаться. Ну и, конечно же, любоваться вот этими видами на невероятные эти плавучие острова или скалы, как их там назвать. И своевременно в процессе изучения попробуем найти какие-нибудь недорогие туры, экскурсии, поплавать на лодке. Посмотрим вообще, какие активити там предлагают. Короче говоря, будем максимально пытаться весело проводить время и отдыхать. Митяй принес чаечек, то, что надо. У нас всегда заряжено 2 термоса пуэра. Мы последнее время работаем на грибах и на чае. А вы думаете, откуда у нас столько энергии, хотя мы практически ничего не жрем? Биороботы. Работаем на биотопливе. Поездочка проходит вообще прекрасно на чиле. Капитан, капитан, улыбнитесь. Так, начинает немножко накрапывать дождь. Смотрите, мы в грозовое облако заплыли. Блин. В каждой этой скале есть какие-то пещерки. И вот, смотрите, прям можно внутрь заплыть на лодке, по ходу дела. Так, практически в центре событий же. Сейчас заворачиваем в эту бухту. И там уже наш новый дом нас ждет. Я иногда ловлю кринжа с того, что я комментирую каждое свое действие. Я поднимаюсь по лестнице, я вижу остров. Мимо нас проплывает круизный лайнер, Который называется Индочайн. практически дом, можно сказать. Впереди виднеется остров Катпа. Митяй, как ощущение? Обалдеть, ощущения очень интересные, необычные, как будто мы заходим через портал в какую-то другую реальность, другую планету, типа вот того что-то. Ведь Даже живет как- население Нави, вот там вот Кинг-Конг на том острове, там Годзилла будет чуть подальше, естественно, лохнесское чудовище, Чупакабр парочку. Переход как бы из Вавилона, и мы в какую-то мегаприроду просто прям входим. Вон там вот пещера какая-то, что ли. Да ладно. И вот здесь еще разлом, да? Возможно, это, знаешь, раньше вот эта бухта была идеальным местом для укрытия пиратов, потому что здесь их сложно было найти, и нужно еще знать ходы, чтобы не пробить себе днище об какие-нибудь рифы. Раньше-то не было специальной техники, чтобы это все чекать. И вот, возможно, здесь, в этих скалах, до сих пор где-нибудь спрятаны какие-нибудь пиратские сокровища. Потому что, знаешь, вот если бы я был пиратом, я бы по-любому здесь что-то приныкал. Ты просто целый плацдарм для тайников. Осталось дело за последним, обнаружить карту сокровищ. Да. С координатами. 2 лопаты, 2 кирки. Поиски клада отправляться. Итак, мы сделали полпути. Я надеюсь, что у нас еще будут солнечные дни, потому что пока что эти острова, они, конечно, красивые, но все такое нуарное, все такое немножко блеклое. Хотя бы на часок, чтобы солнышко выглянуло, хочется, чтобы насладиться прям красотой переливающихся зеленых гор. Перемещаемся в новый биом, то есть все, города уже не видно, вокруг одни острова и скалы. И мы сейчас вот на одном из этих островов будем прям жить. Прям жить и не тужить. И что там будет происходить? То есть это не город, это уже будет какая-то деревня со своими какие-то правила, свои магазины, свои кафешки. Ну, очень интересно все это исследовать. Начать уже поскорее хочется.
Кинем шмотки и пойдем на разведку. Поедем ближайшие какие-то хотя бы. Хорошо, что мы с транспортом. Местяки, да. Если вы хотите путешествовать вообще в будущем или там планируете и не умеете кататься на байке, научитесь кататься на скутере. Пройдите какие-нибудь курсы для вождения, потому что, поверьте, со скутером вы посмотрите гораздо больше. Я просто представляю, сколько бы мы посмотрели без скутера. Это вот столечко, вот так вот вообще. И плюс еще куча бабла на такси, постоянные переезды. В общем, имейте в виду, это скилл, который в будущем, вы просто скажете спасибо за то, что научились. Интересно, какой там будет ландшафт самого этого острова Катба? То есть по нему нужно будет как по горам кататься. Интересно, что там за дорога? То есть насколько там комфортное перемещение это будет вообще у нас? Потому что все-таки с вещами нам придется еще пилить до отеля. Я уже прям предвкушаю такой. Еще один новый биом. Итак, у нас финальный поворот. И вот это уже точно наш остров. Здесь будет причал. В общем, осталось буквально 5 минут, почти приехали, бро. Спасибо, Кэп. Капитан не улыбается. Вот и наш новый дом на ближайшую недельку. Прикинь, залетает сюда на трамплин. Да. Кит на нас будет. Это скорость нормальная здесь у них. Слушайте, мы прям вообще в замес в какой-то ворвались. Смотрите, тут что происходит. Все куда-то едут. Офигеть. Идем грузиться сейчас на байк. Смотрите, какой объектив огромный. До хостела посмотрели 16 километров ехать. Посмотрим сейчас, что за дорога будет на этих островах. Добро пожаловать на остров смерти. Слушай, на остров Катба. Все, падай, поехали, будешь снимать по дороге. Смотрите, достаточно прикольно, это бетонная будет дорога. Я надеюсь, что не будет каких-то сложностей. Стартуем. Даже немножко поворот. Кажется, дождь начинается. Кажется, дождь. Да, и по идее, по логике, у нас другого варианта нет. Мы едем по одной дороге, просто Итак, друзья, мы уже на острове Череп, где-то едем посередине. Смотрите, какая классная дорога. Начался дождик, решили переодеться в дождевики. Потому что вот эта тема с сушением потом, на самом деле, не очень сильно нравится. А вот природа на этом острове очень сильно нравится. Смотрите, какое все масштабное, красивое. И мы здесь. Чего не хватало во Вьетнаме? Это, дикой природой, с дикими животными. И мне кажется, что вот здесь-то они всех еще не сожрали. Поэтому здесь будут и флора. Смотрите, вот она уже, бабочки летают. Сейчас какая-нибудь того и гляди, змея выпрыгнет или лягушка. У нас сейчас впереди самая такая чуть-чуть сложная тема. Это заселиться и довести вещи, а потом мы их скинем, и можно будет уже расслабиться и вот по этой прекрасной трассе поколесить здесь, погонять, позаезжать во всякие вот такие места, чтобы это ни было, вот таким мостиком туда ведущим. У нас все сейчас упирается даже не столько, сколько заселиться, а добраться просто, доехать. Как мы доедем? Смотрите, какие красивые бабочки фиолетовые. Переоблачаемся. Блять, от него запах, конечно, такой радиоактивных материалов. Входим в зону отчуждения. Все, готов. Поехали. Погнали, да, дождик тем временем. Как только мы тронулись, заметь, дождик начал капать. Вот мы и на островах. Погода нелетная, но мы двигаемся вперед. Проезжая какие-то проселочные города и зацените этот вид.
Телекомпания МИГ представляет остров Кадба. Или укуренные приключения. Первую змею только что на дороге видели. С животными здесь все ништяк, похоже. Дождь прекратился и, в принципе, нормально. Чуваки приехали, ну шо, бро? Мы нормально продвигаемся. Такой запах здесь. Классный лес, и практически по всей дороге, вот по всему этому серпантину периодически появляются таблички, которые говорят о том, что здесь заповедник, там пещера, здесь вот это. И, в общем, здесь до хрена, походу, вот таких активностей, где можно за пару сотен донгов по ходу дела посетить, посмотреть заповедники, погулять по пещерам. Вот это, например, какой-то грот. Написано «Добро пожаловать в Трунтранг грот». Но мы сейчас этим всем заниматься не будем, чисто как бы пит-стоп, посмотреть, немножко передохнуть, посмотреть, куда ехать дальше. Хорошо, что здесь одна дорога, в принципе, так что не заблудимся. Блять, так хорошо, что я не вижу ни хера. Я же оператор. Я не вижу кадра. Тем временем град начал разбивать лицо. Проезжаем какой-то еще один населенный пункт. Митяй, ты как там? вообще? Нормально, все круто. На самом деле поливает, люто просто. Мы решили уже, мы еще не доехав, уже решили, что сегодня будет день чила, у меня день монтажа, а у нас день сушки вещей, походу. Потому что я насквозь, я надеюсь, что вещи, там ноутбук и куча всего, оно как бы выжило. Вот. Хорошо, что телефон водонепроницаемый. Да, главная техника, чтобы была. Да. Высохло, но не проблема. В общем, дорога безумно красивая. Давай, продолжай. Обалденно просто. Горы эти повсюду, тут поют цикады. С таким просто ультразвуком. Надеюсь, мы уже скоро доберемся. Мне так пара километров осталось. Все ближе и ближе к цели. Вообще хорошенько было, конечно, сейчас заселиться. И о чем вот я мечтаю, это когда чашечки горячего кофе. А тут кто-то тусуется. Кстати, да, какие-то кафешки даже есть, это радует. Все нормально. Смотри, вот это вообще, это что, тут свадьба? Свадебная туса. Ой, блядь, забрались вы, куда мы забрались вы? Минимум контроля, максимум удовольствия. Видимость нулевая. Двигается прямого. Ускоряемся. Залетаем. Ты в город заезжаешь. Снимаем. Да. Я не представляю, как ты видишь эти тропинки. Я вот вижу лестницу. Я только глаза поднимаю, я не могу смотреть. Мне их заливает моментально. Мы въехали в какой-то городишко. Похож как, как будто мы реально в городе. Городишко, блядь, пропусти, ёб твою мать, блядь. Чувак, нагруженный. Мы тут уже увидим туристов, здесь появились белые люди. В принципе, нам так изначально и сказали, что все европейцы тусуются на Кадба, на вот этом острове. Так что здесь, может, даже какую-то тусовку встретим, я не знаю. Мы почти приехали, кстати, к отелю. Немножко напоминает гималайский чем-то вайб, наверное, этой горой спереди. И даже вот этот дождливый вайб тоже такой, какой-то контраст добавляет. Ну да, нашли. Кстати, классно выглядит, смотри, такие номерочки. Да, все, печально. Смотри, блин, европейцы на европейцев, сколько белых людей. Мне клипы. Это была поездочка не из легких. На месте. Хочется уже разложиться, посушиться и всякое такое. Ну что, у нас уже все здесь проплачено. На 2 дня вот этот отельчик. Так что сейчас пойдем заселяться. 4-й этаж. Номер 401. Митя не надел на рюкзак непромокаемый чехол.
И немножко промок рюкзак, он теперь весит в 2 раза. Так, ну что, посмотрим, что же у нас за хотел. Это самое дешевое, что было на острове практически. Ох. Ну, а что мы ожидали? В принципе, 2 кровати, шкафчик. Ну, кстати, довольно уютно здесь. Так, вид. Прекрасный вид, открывающийся на бетонную стену и на стройку. На самом деле, сейчас мы выйдем, я покажу, мы сейчас находимся на Кадба, получается, в самом конце острова. Вот я пока не знаю, как этот город называется. Здесь так же, как и в самом Халонге, идет какая-то мега-стройка. То есть они тут, застраивают просто все. Я не знаю, что тут будет через 5 лет или 10, но мне кажется, это какой-то Лас-Вегас вьетнамский просто будет. Невероятное количество строящихся отелей, зданий, паспорта зданий висят такие, что я ехал и такой, о-хо-хо, что это будет такое? Что, мы разбираемся потихоньку, немножко хотя бы посушимся, пойдем на прогулку, выберемся, может, не знаю, кофеечку кого-то попить, чашечку, да расслабиться. Кстати, забыл сказать, этот отель стоил за 2 ночи 657 донгов за 2 человека. В принципе, я считаю, что это относительно недорого. Ну, и из того, что здесь на острове есть, это практически самый-самый минимум, который только можно найти. Но при этом мы жили в более дорогих отелях. У нас никогда не было холодильника, а здесь пожалуйста, мини-бар. Опачки, можно даже кока-колка заряжена, уже водичка и Red Bull. Так что приятный номер за такую стоимость, для того, чтобы чисто посушить здесь вещи, поспать и все. А нам-то что еще нужно? Нам ничего больше не нужно. Ну и душ, туалет такой доцильный. Ну что, у нас разборка идет полным ходом. Вот такие вешалки у нас на вентиляторах. Теперь сушимся. Рюкзачок сушу. Митяй тоже там насквозь все. Нормально. За 2 дня мы, успеем все высушить, конечно. Да. Элементы дизайна уже наведены. Время почти 5 часов. Что, скоро будет закат. Предлагаю куда-нибудь пойти на разведку, пока нет дождя на улице. Прогуляться и заодно посмотреть, что тут на районе вообще есть. И где-нибудь поесть. Нормально, плотно. А то мы сегодня позавтракали в обед омлетом только и все. Че, мы убираемся на прогулку. На улице непрекращающийся бесконечный дождь. Первые сейчас будем впечатления ловить. Здесь, в общем, очень интересно. С той стороны просто настолько гигантская Стройка происходит. Я такого еще никогда не видел. Вот просто на карте зацените вот этот вот кусок. Это все стройка. Отель у нас здесь на 2 дня. В принципе, окей. Мы потом переедем куда-нибудь поглубже, где покрасивее. Сейчас у нас есть квест. Пойдем сделаем небольшую прогулку в дождевиках пешочком. В принципе, на сегодня единственный квест — это плотненько покушать. И расслабиться, и начать монтировать видос. А пора, походу, уже смириться, что мы попали в страну дождя. Новый лук. Вот так теперь будет выглядеть. Что ты желтый? Запутался? Да потому что надо было сначала надевать дождевик, а потом курить, а не наоборот. Ну что, мы выбрались. Да, белого пипла здесь сразу точно можно сказать, что куча белых, они все здесь. Почему в Халонге, кроме нас, вообще нет белых туристов? А они все просто тусили на Кадбе. Нам сразу не сказали, что вся движуха на Кадбе. У нас есть рядом фруктовая лавка, это хорошо. Мангустины. Давай возьмем... Мандарины, что ли? Да, давай возьмем фруктов на обратном пути домой. Обратно возьмем, я мандаринок заточу. Мы как выбрались в путешествие, вот я когда в Каяне жил, я каждый день ел фрукты, просто дофига фруктов. И как только выбрались в путешествие, все, фрукты куда-то делись. Мы едим то, что придется, когда бомж-пакеты, когда пиццу, когда какой-то ночной бургер в 2 часа ночи. Короче, питалово такое. Ой, что это такое? Рынок какой-то здесь. Пока что нет понимания вообще, что тут вокруг, куда идти. Есть какое-то озеро, вокруг которого расположено кафе. Есть какие-то вот такие павильоны. Вообще... Чисто... это окей, это рынок морепродуктов. Да, кстати, я забыл сказать, здесь, походу, из еды мы будем есть только крабов и креветок, брод. Да, придется привыкать. Другого здесь не едят, в основном чисто крабы, креветки и морепродукты. Целый павильонище.
Что-то здесь воняет, бро. Только хотел сказать, что запах такой себе. Короче, мы покидаем рыбный рынок, запомнили точку. О, как хорошо в дождевике. Не надо промокать. Давай посмотрим, что тут вообще за рыба подает. Блин, это так удручающе выглядит, вы посмотрите. Внизу там просто, что это такое? Это, блин, просто... Это что, морской ковер или что это за хрень? Почему так грустно? Бедные креветки. Это внизу вообще какие-то кишки или что? Бро, это морской ковер. Это такой деликатес, типа, видишь, морской ковер. Ладно, идем дальше. Этих аквариумов, они здесь повсюду просто, реально, куда ни посмотри. Один сифуд, ну мы на острове, в принципе, находимся, этого стоило ожидать. Так, ну в целом, вот это слева, это большое озеро. Мы сейчас делаем такой обозревательный круг-обход. Смотрим, какие здесь есть бары, рестораны вокруг. И там, где понравится визуально, мы остановимся и что-нибудь съедим. А пока просто идем и снимаем. Блин, очень круто, что здесь все, здесь нет города. Смотрите, практически мы посреди джунглей каких-то идем. Ну, конечно, здесь есть инфраструктура и так далее, люди все захватили, но все равно, блин, очень зелено. Тоже морепродукты. Продукты. А чё ты подрезаешь нас? Ты чё нас подрезал, чувак? Чё подрезаешь? Корпорация Umbrella. Ни хрена себе у нее маха-зонт у этой бабули. Тут из местного транспорта вот такие тук-туки туристические. В основном катаются, очень их много. Пока ничего особо интересного не происходит. Не знаю, может, мы просто устали. Такой переезд был еще сегодня непростой. Ну, приятная усталость, то есть ощущение все равно, что мы такие раз. Мы буквально вчера где-то с видом на город тусили в центральной части, а сегодня мы уже вообще, хрен знает, на каком-то острове. Смотри, какая штука. Буддистская пагода. Сифуд это 100%, бро, здесь везде сифуд. Я говорю, мы будем питаться крабами. Ты ж нашел где-то картошку фри? Ну, картошка, да. Можно будет выискивать, конечно, какие-то штуки. То, что как бы мы находимся на острове, вокруг нас вода, много пойманной рыбы и креветок, и надо их есть, потому что иначе они пропадут, или кто-то другой их съест. Целый буй висит. Буй. Символ рыбацкого города. Да, стройка, конечно, здесь чувствуется. КамАЗ один за одним едут, щебень куда-то везут. Смотрите, на втором этаже проходит свадьба у них там, церемония. Так, ну вот здесь набережную еще пока что не построили. Да и вообще в целом все это озеро обнесено каким-то стрёмным забором. То есть здесь все на стадии доделывания. Ну, как бы, может быть, это неправильный остров? Или неправильное время, не знаю. Смотри, вот там буддистская пагода. На той стороне. Мы как раз сейчас туда идем. Или это кладбище. Можно зайти на кладбище, кстати, прикольно. Но самое главное, на что здесь вообще вот любят вьетнамцы тратить деньги, это просто построить вот такое гигантское здание, как дворец, и назвать его Караоке King Gold. Караоке King Gold. Можно петь золотой микрофон. Да, я представляю, ты заходишь, у тебя вот этот золотой микрофон в виде женщины, как у солиста группы Корн. Да. Ну, как бы вот это продолжение. Караоке. Чтобы было видно с той стороны, по ходу дела. Ты знаешь, представляешь, они настолько любят караоке, что у них иногда ломка происходит, как вот у героиновых наркоманов, и они такие, блин, сейчас бы караоке попеть, чувак, где? Мне нужно караоке, вон он. И там вот это караоке. И самое плохое, чем можно заниматься, да? Я согласен. Нет. Здесь поют песни, в Индии танцуют. Да. Везде занимаются своим чем-то. Вот во Вьетнаме точно могу сказать, национально они поют это караоке, хоть это и странная попса. Может, когда-то изменится стилистика. В Индии танцуют и поют. А в России что национальное делают? Ну, тоже есть национальные всякие вот эти танцы, пляски. Не, ну подожди, тут я иду, я это вижу везде повсеместно. Я Все просто... национально хуярят водку. Нужно вспомнить. Но постоянно какие-то, если национальные, вот, какие-то военные тематики, так и прикинуть. Всякие парады. Вьетнам тоже милитаризирован нормально. И у них тут тоже есть и памятники солдатам, и так далее. Не, ну это понятно. Здесь война не так давно была. А так-то да, конечно, национальная вся эта история. У каждого вот своя какая-то движуха. Кто-то свою придумывает, кто-то
адаптирует, берет что-то из одной страны, из другой, придумывает какого-то Франкенштейна. Особенности национальной рыбалки, помнишь? А что там? Ну, там хобби отдыхать как было. Хобби отдыхать. Да. Ну да. Вообще, это на самом деле, это нужно придумать какое-то новое слово этому, какой-то сленг. Ну, вот образу жизни такому, знаешь, это как бы люди смотрят, они думают, бездельники. Вот просто люди бездельники, просто гуляют, просто смотрят. Это, на самом деле, во-первых, это профессиональная работа, то есть это профессиональный труд. Значит, мы профессионально живем. То есть мы профессионально живем. И вот нужно придумать, значит, этому отдельное какое-то слово сленговое. Да, ну потому что туризм, тревел, вот это все, это как-то попсово. Так, мы уже тем временем практически на другой стороне озера, огибаем его. Знаете, мы с Митяем тут обсуждали такую тему, что во Вьетнаме, вот вообще в целом в стране, видно, куда здесь, идут деньги. То есть они вкладывают реально миллиарды, мне кажется, просто нереальное количество денег в развитие городов разных, островов разных. Ну, то есть мы идем по мраморной плитке, просто которая вдоль дороги лежит, смотрите. То есть я не знаю, откуда у них столько денег, но видно, что вот развитие у них здесь семимильными шагами идет. И это круто. Причем настолько быстро, то есть они строят, может, не так быстро, как китайцы, но довольно. Я что-то заболтался, мы уже сделали круг вокруг озера. В общем-то, да, здесь такое немножко все на этапе строительства. Смотри, сейчас погода не очень, говорит о том, что мы много не погуляем. Сегодня, да. Поэтому сейчас мы в какую-то кафешку ныряем и что-нибудь уже съедим, в магазин за закупом, берем фруктов и в нору. Одно баньбао. Ну, одно-два. Ладно. Так, увидел, там напротив баньбао продают. Наверное, одну баньбаушку надо съесть. Бро, они не делают то, что ты скажешь. У них вон готовые лежат, и то, что уже там есть, это мясо в основном, и перепелиное яйцо, и фарш внутри. В обычный классический баньбао. О, ну тут прям мясная лавка такая. Я буду баньбао. Будешь баньбао? Там есть два варианта обычно, с мясом и вегетарианские. Ты какой хочешь? Она даже не спросила, видишь, значит, здесь все одно. Сейчас мы все постепенно выполним. Сейчас съедим баньбао, чтобы совсем... Ты когда голодный, реально уже такое. Не нервишки там и все вот это. Надо булку съесть. Вообще баньбао классная булка, то есть они продаются абсолютно везде, и если вы проголодались и едите мясо, то можно вообще одними этими булками питаться. Стопудово. Это не так полезно, но это не пшеничная мука, а рисовая, поэтому она более, наверное, диетическая, мне кажется, я не знаю. Я просто люблю это дерьмо, оно вкусное. Внутри фарш и перепелиное яйцо. Иногда они еще сыр туда кладут. Короче, как мини-перекус такой. Абсолютно крутая штука. Всем приятного. Блин, офигеть, дождь начинается, надо прятаться. Тебе взять полу? Не надо, бро. Не хочу. Я вообще конкретно Зарядил. Ну, мы в дождевиках, поэтому нам, в принципе, пофигу, но я как будто чувствую, что чуть-чуть он протекает где-то. Немножко совсем. Баньбао. Короче, друзья, тут дождина зарядил просто лютейший. Мы, наверное, хаваем эти булки, покупаем фрукты. И, я не знаю, домой, наверное, надо идти, потому что второй комплект одежды — это единственные шмотки, вот, промачивать нельзя. В общем, спасибо, что посмотрели. Мы тут сами, смотрите, в какой Ситуации оказались с бананами и лютым ливнем. Так что спасибо, что ставите лайки, пишите комменты. Че, будем снимать, если будет хорошая погода. С Катбы еще будут видосы. Все, давайте, скоро увидимся. Баньбау! Блин, обожаю дождливые вот эти кадры. Вьетнам. Очень круто сочетается, столько много огоньков. Мне даже немножко напомнило время, когда мы были в Пушкаре, и там заливало просто капитально. Смотрите, тут тоже уже все плавает. Ну и погода. Мы купили фруктов целый мешок, 150 почти донгов отдал за мешок фруктов. Конечно, тут пока что непонятно, что тут по ценам.
И я думаю, что туристов здесь, конечно, наеживать будут капитально. Всё, Митяй уже босиком, как Иисус, прям по воде пошел. Ну даешь, Митяй. У меня сейчас банка полная, просто он полностью дождевым. Берем еще баньбао домой, чтобы можно было что-то хавать дома. Я думаю, что доставки здесь вообще никакой нет. Если даже в основном Халонге все было плохо с граб-доставкой, то здесь нам ничего не светит. Мы, короче, в отель зашли, и тут воняет саниной кошачьей, как будто уже кот обоссал нам здесь все. И мы сразу поняли, кто виновник. Это корейские снеки, которые я купил. Вот такие штуки. Они пропитаны каким-то соком. И саниной. В общем, да, реально, это напоминает, как будто кошачья санина. Многие корейцы подсаживаются на эту штуку, то есть, может быть, в этом что-то есть, я не знаю. Фетиш.